Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Корсары, каждому свое. Долго и счастливо — это дополнение и последняя, ребята, серия нашей сюжетной линейки Корсара каждому свое, потому что на данный момент DLC Долго и счастливо — это крайняя, самая крайняя, ну можно сказать, последняя сюжетная линейка дополнения. Больше пока на сегодняшний день никаких дополнений нету. Хотя нам разработчики что-то там обещали, что якобы выпустят какое-то еще дополнение. Но, ребята, я пока этим слухам не верю, я пока об этом не знаю. Убедительная просьба, ребята, перед просмотром этого видео, пожалуйста, проверьте кнопочки подписаться, чтобы они были именно серыми, а не красными. И, конечно же, ребята, прожимайте колокольчик для того, чтобы не пропускать новые серии на моем канале. Ну а мы, ребята, с вами поехали праздновать настоящую пиратскую свадьбу. Потому что, как и в реальности, делаешь свадьбу для родственников, полностью показушную свадьбу, а потом вечером вы с друзьями едете в кабак и набухиваетесь. И здесь, в принципе, в этой игре разработчики учли то же самое. Ну что, поплыли набухиваться в кабак, но перед тем, как отплывать, я сниму свой шикарный, получается, вот этот костюм французского офицера, а позже мы уже поедем на Исла Тесора. Ну что, погнали! Тысячи чертей! Я отомщу за убийство Шарпа! И что же этот женатый франт делает на моем пиратском берегу, а? Признавайся, мусью, что ты сделал с моим старым другом, суровым капитаном Чарли Принцем. Чарли Принц умер, ты же помнишь, Маркус? Здравствуй, рад тебя видеть. Как тут у вас? Все уже собрались? А где твой знаменитый красный дракон? Что же эта лоханка на рейде стоит? Красный дракон сейчас на плановом ремонте, днище чистим. Да и я что, на войну собрался, что ли? Ха-ха-ха! А ты не гони на мой корабль. Кашалот — отличное судно. Да, лесной дьявол прибыл последним буквально вчера и сразу начал хозяйничать. Так что гости в сборе, к празднику все готово. Твою посудину приметили еще у рифов. И ребята не вытерпели, ломанулись в таверну. И наверняка уже открыли тот хоковский бочонок. Поспешим, может еще успеем выпить чарку. Натаниэль хвалится, что это какой-то особенный ром. Вот это я понимаю, с корабля на бал. Сейчас дождусь свою лучшую половину, и мы сразу за тобой, Маркус. А вот, ребята, мы в таверне. Благодарна, капитан. И вот она, наша Данечка Хоук. Ну, здравствуй, Шарль. Дай-ка я тебя посмотрю. Похорошел, нечего сказать. Почти как Натан лет 10 назад. Да ты проходи, не стой на пороге, здесь все только вас и ждали. Спасибо, Дани, очень рад вас видеть. Я подойду к вам с Натаном чуть попозже и поболтаем. Офигеть, тут походу весь наш свет. А ты чё мимо меня проходишь, я не понял. А как же я? Блин, а может с ними реально со всеми надо пройти и поговорить? Ну, ты долго будешь кругами ходить? Ладно, начнем с Джина Гвинелли. Вы плохо выглядите, мой друг. Вам нужен отдых и положительные эмоции. Капитан, позвольте от всей души поздравить вас и вашу возлюбленную с этим знаменательным днем. Будьте счастливы и берегите друг друга. Спасибо, Джина, я рад, что ты решился приехать. Надеюсь, местный колорит тебя не смущает. Это весьма познавательное путешествие. Надо сказать, я давно не выбирался с Антигуа, и в этом обществе мне не просто чувствовать себя комфортно, но вы ведь всегда умели разбираться в людях. Так что я стараюсь сохранять спокойствие. Может, тебе надо выпить что-нибудь покрепче, расслабишься и найдешь с кем поговорить? Благодарю, капитан, мне достаточно разбавленного вина. Алкоголь, должен вас предупредить, не слишком полезен для печени и, возможно, сердца. А что до разговоров, я пытался обсудить вон с тем джентльменом целительные свойства Чириксанаго. Его еще называют Аманака, а аборигены Мэйна пользуются им. Догадаюсь, тот джентльмен не смог поддержать тему. Джина, ради меня и только сегодня попробуй ром, что разливает Ян, вон там за стойкой. Если сможешь угадать ингредиенты, Натаниэль Хоук вон там будет крайне впечатлен. Да, прикольно.
А я тебя не помню. Ты кто такой вообще? Бернар Винсан. Я не помню его. Ха, Шарль, вот и ты стал женатым и скучным, как наш старина Натан. Горячие делишки и все прочее теперь в прошлом, да? Примерный семьянин. Не дождешься, Бернар. Моя жена не из тех, кто будет скучать под окном фамильной развалюхи. Единственное, что изменится, это опустеют кошели бордельных девок отсюда до Кюрасау. Невелика потеря, скажу я тебе. Лучше один золотой, чем мешок медняков. Ну, выпьем за тебя, капитан, и твою жену. Береги свое золото и будь счастлив. Спасибо, Бернар. Ух, этот ром и впрямь крепковат. Шарль, не бухай, мы еще не со всеми поговорили. А я его помню. Раймонд Бейкер, это мой чувак, лекарь на корабле. А, вот и наш капитан, поздравляю, вы с вашей невестой отличная пара, совет да любовь. Спасибо, Реймонд. Что-то вы трезвы для собственной свадьбы, капитан. Не желаете это исправить? Я прихватил за баром бутылочку отменного херса. Вперемешку с местным ромом идет просто отлично. Я бы с радостью, но кто-то должен дирижировать оркестром, иначе на утро в Шарптауне могут не только таверны не досчитаться. Это, конечно, круто. Так, Тиракс. Пираты стали забывать кодекс. Это не доведет до добра. Женатый Шарль де Мор, а до сих пор не могу привыкнуть к этой мысли. Сначала Свенсон, теперь и ты. Что дальше-то? Пастор Марлоу или добряк Жак? Ты забыл Хоуков, и насчет тебя, Маркус. Не надоело быть одиноким морским волком? Да не, Натан, дело привычное. С этими уже я смирился, а вот ты... Меня, конечно, удивил. Однако воспитанница лесного дьявола, красотка, ничего не сказать. За словом и пистолетом в карман не полезет, да и с кораблем в любой шторм справится. Вряд ли ты мог найти себе пару достойнее. Счастливчик ты, капитан, береги ее. Знаю, она чудо и снова на 7-м небе от счастья, как в те дни, когда мы только встретились. Ну так тост за любовь! Но не за ту, что гонит нас через порог к горизонту, за ту, что ждет за этим порогом, за любовь, которые возвращаются даже с края света и от самых золотых гор. Живите с ней и будьте счастливы. Отличный тост, Маркус, спасибо. Да, Маркус умеет, конечно, тост сказать. О, Натан, надо с Натаном поговорить. Ты мой друг. Я до конца жизни не забуду того, что ты сделал для нас. Ребята, если кто-то не помнит, что мы сделали для Натана, я постараюсь, конечно, вывести вот в этот в правый угол ссылочку. Там будет серия «История Натаниэля Хоука», и вы все прекрасно увидите, как на острове Справедливости Шарль его спас. Ладно, это небольшая была реклама, простите. Женатый капитан де Мор. Нечасто я встречал более душевные поводы для тоста. Хватай бокал, это необычное кабацкое пойло. Настоен на черном чае из Ост-Индии и приправлен настоящими персидскими специями. Тот от него жжет в горле, словно свинца расплавленного глотанул. Ну, Натан, будем. Погоди, сначала тост. Эй, джентльмены, ну-ка подняли кружки. Сегодня наш друг и соратник Шарль де Мор вступает на тропу семейной жизни. Примет нас самые глубокие Ох, Дани, отпусти пистолет. Поздравления, конечно же. Вы теперь паруса на одном корабле. Так ведите же его через бури к самым благодатным берегам. Спасибо, Натан, от души, конечно. Вы с Даниэль для нас пример для подражания. Приятно слышать, мы с женой, может, и не самая лучшая пара на свете, но мы счастливы вместе. А ты так много для нас сделал, что фактически стал членом семьи. Будьте счастливы, выпьем! Выпьем, ох, рому, место в арсенале Святой Инквизиции. Следующий у нас идет Акула, Стивен Додсон. Рад тебя видеть, приятель. Чем я могу тебе помочь? Шарль, ты хоть представляешь, сколько девичьих сердец ты разбил своей свадьбой? Да половина девок архипелага должно быть надела траур после вашего венчания. Ха! Что поделать, мне нужна лишь одна, и я ее получил. Но девкам рано расстраиваться, ведь у них еще есть ты, Стивен. И это верно! Вот закончим облагорить, и тут сразу же займусь, черт побери. Давай, Шарль, выпьем за твою удачу и семейную жизнь. Чтобы, как говорится, долго и счастливо. Долго и счастливо. Я, кажется, понял смысл этого прохождения долго и счастливо. А я не понял, а фиг ли Эркюль тут сидит? Эркюль как бы у меня в команде, я его в абордажнике не ставил, но надо поговорить. Тебя опять потянуло на подвиги, капитан. Ребята, для тех, кто не в курсе, маленькая такая оговорочка. Эркюль Тонзанг был мной, получается, получен в команду при прохождении голландского гамбита. Проходил я за тайную организацию. Вот здесь будет ссылочка на начало голландского гамбита. Это было небольшое отступление, так что извините. Вот уж не думал, капитан, что увижу вас женатым. Обычно тот путь, что мы выбрали, ведет одинокой тропкой прямо в одинокую же могилу. На моей памяти вы первый, кому удалось с него соскочить. Это достойно тоста, не так ли?
Конечно, старина, и признаюсь, я рад, что эта глава моей жизни осталась позади. Выпьем! Выпьем! За вашу и вашу долгую счастливую совместную жизнь. Черт побери, глядя на вас, я вспоминаю, что и сам когда-то был женат. Вы женаты? Удивительно. И что с ней стало? Что, думаете, я всегда был старым, пропахшим порохом и кровью циклопом, да, капитан? Ха-ха, а вот и нет. Мадам Тонзанг, она любила меня, наверное, но потом вышла неприятная история, в которой супруги Тонзанг погибли. Выжил только изуродленный шрамами плешивый Гастон. Про Сиркюль я не знал. Да пустое, капитан, это давняя история, а может даже и неправда, но сегодня я задумываюсь, что у нее еще может быть счастливый конец, зато и пью. Будем, старина, счастья всем и пусть никто не уйдет обиженным. Ну, как-то примерно так. Элен, подожди тут кругами ходить. Теперь надо к Яну Свенсону, лесному дьяволу, подойти. Ну, чем порадуешь, дружище? Вот и вы, наконец, Шарль, мой корвет обогнал вас почти на сутки, вполне себе повод для гордости. На здоровье, Ян, а где Глэдис и твоя жена? Глэдис я отправил назад в Блювельт на торговом судне. Не одобряет она все эти лихие разбойничьи попойки, а Джоанна не смогла приехать. А, я же не успел тебе сказать на Мартинике. Кажется, я от старости лет таки стану законным отцом, представляешь? Гляди, если поспешишь, наши спиногрызы будут почти ровесники. Ха! Ян, поздравляю, вот это известие! За это надо выпить! Определенно, но сначала за тебя и твою лучшую половину. Эй, вы там! А ну все тихо! Старый лесной дьявол сейчас будет речь толкать. Итак, наши дорогие месье мадам Дамор... Ай, к черту, не умею я так. Шарль, Элен, вы мне, старику, как дети родные. И я знаю, что в этом зале нет никого, кто бы всей душой не был рад этому союзу. Так выпьем же, береговые братья, за счастье наших верных друзей, за путный ветер в их парусах и любовь госпожи Фортуны, столь же крепкую, как их чувства друг к другу. Будьте! Будем, спасибо, Ян. Ох уж Ром и впрямь забористый, чем обычно. Что Натан в него подмешал? Понятия не имею, но пробирает крепко. Старина Хоук вообще знаток по части напитков. Давай, шуруй пока к остальным, а мне надо напоить добрую сотню жадных до пойла душ. Лесной дьявол наливает выпивку, картина маслом. Спасибо, что взял на себя организацию. Я обязательно вернусь, как всех обойду, вдруг понадобится помощь. Блин, надо было, короче, сначала к Яну подходить, а потом их всех обходить. Но мы-то всех обошли. Так, стоять, ребят. А Чичингиту-то я не спросил. А, мы с Чичингиту офицеры, все, я понял. А где шляпа мой? Шляпы нету. Ну ладно, Ян. Ну, чем порадуешь, Все, путер. дружище? Отлично, Ян. Блин, и что дальше-то делать? Я век буду тебе благодарна, капитан. Не знал, к кому подойти, но надо было подойти повторно к Даниэль Хоук. Шарль, присаживайся, мы с Натаном так рады видеть вас. Глава-хранитель кодекса, Ян и мой муж кое-что для вас приготовили, но подарки чуть-чуть позже. Пока позволь поздравить вас от всей души, пожелать вам счастья. Твоя избранница просто чудо. Скажи, тебе ведь не удалось заставить ее одеть белое платье на Мартинике? Спасибо, Даня, но с платьем вышло забавно. Уверен, в высшем обществе наша свадьба породила немало скандальных слухов. Все честно отводили глаза и делали вид, что ничего из ряда вон не происходит. Воспитание и все такое, но мне плевать на присуды. Я ее очень люблю и точка. И это главное, я тоже шла к алтарю, припоясанной шпагой и с парой пистолетов за кушаком, но дело было в Порт-Рояле еще до того, как он стал чинной колониальной резиденцией. Тогда там царило веселье почище, чем на Тартуге при Лавасере, и никто не удивлялся. Эх, впрочем, что было, то было, я все болтаю да болтаю. Иди, обходи гостей, здесь же все заждались. Дай только обниму. Спасибо, Дани, ты не представляешь, как мы с женой рады вас всех тут видеть. Это, походу, был последний диалог, реально. Ну, чем порадуешь, В дружище? смысле? Я же всех обошел. А я забыл подойти к Чичингиту, возможно, что-то из этого выйдет. Слово Точно! Маскога крепче железа. Капитан, поздравляю еще раз. Этот праздник нравится Чичингиту больше предыдущего. Капитан умеет выбирать себе друзей. Больше искренности, меньше лицемерия и искусственных волос. Благодарю, верный друг. Выпьем. Знаю, ты не любитель, но сегодня можно. Чичингиту не нравится огненная вода, но раз капитан настаивает, то сегодня можно. За ваше счастье и вашу скво. И за тебя, Чичингиту, за твою дружбу и верность. Прошло некоторое время, праздник был в самом разгаре. Новая запись в судовом журнале, мы ее прочитаем. Праздник идет своим чередом, я обошел гостей, пора бы вернуться к Яну и узнать, не нужна ли помощь с организацией. Ну, чем порадуешь, дружище? Ну что, Шарль, как тебе праздник? Очень душевно, Ян, и я счастлив, что удалось всех вот так вот собрать. Мне кажется, или у запасов хоуковского пойла начинает показываться дно.
Похоже, пора открывать что-то, то, что привез ты. Единственное, те ребята, что мне помогали поначалу, напились в задней комнате до синих акул. Ты вроде еще на ногах держишься, женишок. А может, дотащишь ящик другой и херес, а? Без проблем, только скажи, куда идти. Может, соберу по дороге еще пару трезвых рук, чтобы 2 раза не ходить. Хотя большинство моих ребят, наверное, тоже уже в баркасе. Вино положили в катакомбах под Алексусской верфью, помнишь их? Хоук сказал сохранить их в дальнем коридоре, чтобы уберечь до праздника. Мол, там, что в твоей винодельне в подвале. Температура да влажность нужная, но он тот еще сноб. Все правильно, он решил Ян. Я скажу, только скажи, ты жену мою не видел? Они с Дани ушли куда-то. Дай девочкам поболтать, Шарль, а нам пора уже начинать праздновать по-настоящему. Дуй в подвал, и пока я тут распоряжусь насчет горячего. Если нос меня не подводит, нам скоро подадут бараньи угли вместо ребрышек. Ладно, беги, спасай мясо, я за вином. Ну, Это ты, мой друг. Я до конца жизни не забуду того, что ты сделал для нас. что, Ян отправил тебя за вином в катакомбы? Давай-ка прогуляемся, помогу немного. Да и подышать свежим воздухом мне не повредит. Где Дани с Элен? Ян сказал, они ушли пошушукаться. Да, Дани знает, что даже самая лучшая боевая подруга все равно не даст джентльменам удачи расслабиться по полной. Так что они выслушали все положенные комплименты и пошли в резиденцию главы братства, чтобы дать ребятам спокойно гулять. Ну и славно, тогда двинулись. Я успел перехватить пару кружек, но черт меня побери, сейчас в самом деле пора напиться, как подобает. Ну, как на любой, ребята, пьянке, всегда бухло подходит к концу, и нужно идти за новым. Ну что, Натан, надо сходить за ромом, а иначе, или там вином. Чичингиту, а ты откуда? Слово Маскога крепче железа. Капитан, вышли посмотреть на звезды? Ночь обещает быть очень красивой. Чичингиту любит ночь перед морем. Рад, что встретил тебя. А нам с Натаниэлем нужна помощь. У ребят в таверне кончается выпивка. Надо принести еще ящик другой из запасов под верфью. Пьете, капитан? Чичингиту за вами, как всегда. Только вперед. Ну что, пошли тогда. Раз вперед. Ну, где вы там? Натаниэль, ты с нами? Все нормально. Короче, надо идти сюда. Здесь будет вход. Закрыто. Надо поговорить с хозяином верфи. Молодые люди, вы куда ломитесь? Позвольте спросить, верфь закрыта, неужели незаметно? Приходите завтра со своими дырявыми лоханками. Мастер, простите за беспокойство, мы только пойдем в подземелье, там лежат запасы к празднику, в таверне кончается выпивка. Господин Шардемор и Натан Хоук собственной персоной. Вы же вроде чью-то свадьбу отмечаете, так? Ладно уж, идите за своим горючим. Молодежь должна веселиться, это закон в любом времени. Только не гремите бутылками на обратном пути, я собираюсь спать. Спасибо, мастер, мы тихонько туда и обратно. Давай, мужики, быстрей. Пакеты все взяли? Мешки картофельные, нам... Надо будет очень много бухла с собой взять. Чичингиту, я не понял, а почему ты меня в офицерах, короче, не числишь-то? Странно. Это как-то очень даже странно. Так, идем сюда. И где-то здесь надо найти сундук. В сундуке должно быть бухлишко. Опа. Нифига себе, куда прошел. Бутылка рома. Я думаю, она мне пригодится. Так, мужики, все, сваливайте нафиг. Я пройти хочу. Все, я прошел. Что у нас здесь? В смысле? Золотой крестик. Да мне крестик этот вот. Стоп. А вот же сундук. После долгих поисков я нашел сундук. И в сундуке отличное вино. Берем. Это ты, мой друг. Я до конца жизни не забуду Так, того, вон что и ты сундук. сделал Берем. для Сколько нас. сможем нести и назад, пока этот старый брюзга нас тут не запер. Ты преувеличиваешь, Натан. Не настолько он плох. Стой. Ты слышал? Наверное, я нашел еще ребят и послал на помощь. Проклятие! Да ладно, бутылки бьются, к счастью. Бери еще одну, пошли. Слово Маскога крепче железа. Капитан, там действительно люди, они вооружены. Чичингиту слышит бряцание оружия. Не нравится мне это. Давайте затаимся. Да брось, дружище, это Шарптаун. Здесь даже до ветру люди ходят, увешавшись пистолетом. Эй, Натан, ну проклятие! Ты как все бутылки перебьешь. Короче, спокуха, пацаны, пошли, все будет нормально.
Главное сейчас выход правильно найти, остальное будет ерунда. Блин, я же вроде переодевал этот китель свой. Короче, я опять переодел Шарля, потому что мне это надо. Что за чертовщина? Жак говорил, что никого здесь не бывает. Гуга, беги назад, зови остальных, а мы пока расчистим путь. Руби их, парни! Проклятие 1000 чертей! Ну давай, давай, Шарль, да елки! Они не дают мне ничего сделать. Так, есть. Давай, давай, руби! Руби, да елки! Да я почему выпил-то, я не понял. Так, огонь. Так, есть. Раз. Два. О, блин, у меня вся энергия, короче, кончилась. Чичингиту красавчика, скажу. Так, пистолетный залп. Раз. Да, блин, ты чё никакие сильные, я не пойму. Блин, у меня опять энергия на исходе. Так, ну давай. Ты какой быстрый. Так, есть 80. Энергия кончилась. Чичингиту, помогай. Че, просто так тебе топор покупал, что ли? Так, есть, давай. Оп. Давай. Опа. Все, чуть-чуть. И вот рубящим сейчас вот этого завалим. Пару выстрелов, я думаю, не помешает. Блин, пистолет говно. С 4 патронами пистолет реальное говно. Редкостное, что. Все, отлично. Это ты, мой друг. И что здесь творится? Что это за подонки? Ты что-нибудь понимаешь вообще, Шарль? Я не знаю, Натан, но один из них сбежал. Звать подмогу, и я, кажется, слышу еще шаги. Нам нужно срочно вернуться в таверну. Блин, я с вами согласен. Надо сваливать по-быстрому. Все, отлично. Вот это наш выход. Ну, Шарль, Натан, что с вами? дружище? Что вы устроили? Дуэль по пьяни? Нет, Ян, мы с Хоуком дрались заодно. Там какая-то чертовщина творится. В катакомбах были головорезы, вооруженные до зубов. Мы их уложили, но это лишь разведка. Следом идет основной отряд. Отряд? Ты вообще о чем? Маркус, поди сюда. Шарль, давай рассказывай по порядку. Как я и сказал, в подземельях под верфью какие-то мерзавцы, вооружены до зубов. Мы с Натаном наткнулись на них и с каким-то чудом уложили всех. За ними идут еще. Я слышал, как одного послали за подмогой. И да, один из них помянул какого-то Жака. Пираты стали забывать Жака? Вот это кодекс. точно не к добру. Это не доведет Маркус, до добра. ты же не думаешь, что... Некогда думать, слышишь? Они за дверями. Парни, к оружию! Ах, ну жарь музыка. Так, мне лишь бы Чичингиту тут не убили. Так, огонь. Что-то я залип. Я боюсь, как бы Чичингиту реально не убили. Так, ну тут Маркус неплохо 3000 дерется. чертей! Я отомщу за убийство Я не Шарпа! успел даже нормально повоевать. Давно я так не развлекался. Но это еще не все. Слышите, на улице вовсю стреляют. Но кто они, черт возьми, и что им надо? Ну, Я узнал чем пару порадовать, знакомых рож дружище? среди этих. Вон еще один у двери. Это ребята Жака Добряка. Имен не помню, но уверен точно. Значит, это барон? Он сошел с ума, что ли? Не знаю, но похоже, что Добряк решил воспользоваться оказией и устроить среди баронов братства радикальную перестановку. Надеюсь тогда, что он явится лично. Давно мечтаю прокрутить в нем пару-тройку дырок. Мерзавец, испортить мою свадьбу? Подумать только! Вперед на улицу, устроим им праздник. Ну что, ребята, повеселимся? Итак, вперед! Ух ты, нас как много, а я хочу оббежать, а иначе мне не хватит призов. Так, короче, помогаю Натану. Так, есть, помог. Так, здесь мы видим большое сборище пиратов.
Так, есть. Каких-то прикончил. Так, есть. Фига себе, Ян Свенсон против всех один. Подбегу сюда, тут помогу маленько. Как говорится, порублю. Так. Отлично. Чичингиту молодец, вообще красавчик. Так, есть. Это ты, мой друг. Я до конца жизни не забуду того, что ты сделал для Этих нас. мы уложили, но с моря грохочет пушки, слышишь? У нас только на фрегате Маркуса и корвете Яна остались более-менее солидные вахты. Мы здания остальные почти всех отпустили на берег. Все-таки праздник, так-то Центурион вывести не успеем. А как твое судно? Надо решать, что нам делать, а дальше и решать быстро. Я спустил на берег половину команды, надеюсь, остальные трезвые, но сначала я должен найти жену и убедиться, что она в порядке. Да, они тоже нигде не видно, а такой шум был, что кого угодно бы разбудил. Тогда действуем так, Теракс и Свенсон уже рванули в гавань, доберутся на шлюпках до своих кораблей. Мы с тобой в резиденцию за женами, а остальные пусть организуют оборону на берегу. Вперед! Так, Эркюль зачем-то с нами пошел. С нами этот Чичингиту. И мне надо в резиденцию. Так, а резиденция это она, вот она. Парни, бросайте сундуки, к нам гости. А я-то думал, вас всех перебили вместе с Джекманом. А ладно, закончим дело. Да, закончим дело. Я думаю, надо этих придурков проучить, чтобы знали, что в чужих домах лазить, ну, как бы неприлично. Это как минимум. Чё, блин? Зараза. Сейчас стреляет в меня. Так, есть. Отлично. Натан, я тебе помогаю. И Чингиту, давай. Отлично. Так, есть. Все, отлично. Это ты, мой друг. Скорее наверх, Дани и Лен должны быть там, если эти твари их хоть пальцем. И думать не смей, быстро наверх. Конечно, быстро, блин. Надо их спасать. Капитан Шарль де Мор, барон Хоук, какой приятный сюрприз. Позвольте представиться, Аморец Дюсак, так меня зовут. Ах ты мерзавец! Спокойно, джентльмены, видите этот пистолет? Тут два ствола. Дюсаком меня прозвали не просто так, а люблю сабли, да... Но и стреляю неплохо, поверьте. Отпустите-ка шпаги и не досчитайтесь пары своих дамочек. Я тебя как свинью разделаю, мерзавец! Но при этом будете уже вдовцом. Не хотите? Тогда успокойтесь и уберите оружие, барон Хоук. Заприте, пожалуйста, дверь, а мы с вами успокоимся и немного подождем, пока Жак Барбазон там в гавани добьет лоханки остальных главарей братства. И что потом, месье Морец? Обнимемся и вместе отправимся в закат? Это вряд ли. За ваше пленение Жак отвалит прилично золото, чем черт не шутит. Может, бароном стану новым. Мадам ваших, может быть, и отпустит, а вот с вами, увы. Если повезет, попрошу права лично вас прикончить, капитан. Вы известный фехтовальщик, было бы интересно попробовать вас в деле. И ведь, знаете, тоже считаю себя мастером. Мастером врываться ночью в дома и связывать полусонных женщин. Вы червяк, причем червяк трусливый. Я буду век тебе благодарна. Шарль, он прав, капитан. выбора у вас нет. В милосердие Жака Добряка, если он расправится с Тераксом и остальными, я не верю. Вы знаете, что делать. Ты обещал сказать мне что-то важное. Шарль. Давай, Шарль, этот брехун и в стену не попадет. Послушайте, мадам, я никогда не убивал женщин, не заставляйте меня начинать. А ладно, вы нервируете капитана и своего мужа. Черт! Мердо, умри, подонок! Блин, жесть, Чичингиту, блин, опять свою жизнь подставил, чтобы меня только защитить. Это ты, мой друг. Я Проклятие! до конца Твой жизни не парень забуду бросился того, на пистолет, что чтобы ты подонок сделал не для выстрелил нас. и поймал пулю. Пойди, Натан, он дышит. Он еще жив. Черт побери, мне нужен Джина. Элен, милая, ты как? Я век буду тебе благодарна. Ну в порядке, Шарль. Сейчас я ее развяжу. Я слышала пушки в гавани. Вам с Натаном надо туда, иначе Барбазон перетопит наши суда, как утят в бочке. Нельзя терять ни минуты. Я найду Джина Гвинелли и отправлю сюда. Он поможет. Он должен, черт возьми. Элен, родная, останься здесь. Посмотрите здание за Чичингиту. Это ты, мой друг. Шарль, быстрее, чтобы ты конца там не жизни решил, не время забуду сейчас того, на вес золота. что ты Если сделал корабли для Жака нас. прорвутся к берегу, все будет напрасно. Да я знаю, будь он проклят, Натан, будь он проклят. А вот теперь, ребята, я, короче, ну, я не знаю.
Я хочу найти быстренько таверну. Я понимаю, время не ждет, но, блин, мне нужен Джина Гвинелли. Где его найти? Вот дьявол! Нас нашли Полундра, а все сюда! С дороги, каналья! В смысле? А это что за дебилы? Так, бьем. Так, пробивным. Так, чуть-чуть побегаю. Мне надо чуть-чуть здоровье восстановить. А я не понял, а где Джина-то? Так. Блин, чё, какие мощные-то, я не пойму. Да блин, у меня энергия кончилась, елки. Так, -1. Давай, кончай свою энергию. Она сейчас у тебя кончится махом. В смысле, ты стрелять умеешь, что ли? Я тоже умею, чувак. Раз. Два. Отлично. В таверне Шарптаун я обнаружил горстку наемников Барбазона. Они хотели отсидеться, переждать штурм. Кажется, перед моим появлением они собирались выломать дверь комнаты для постояльцев. В смысле, это вот эту дверь? Походу, вот эту. Вы плохо выглядите, мой друг. Вам нужен отдых и положительные эмоции. Капитан, это вы, слава богу! Те люди в масках, я увидел их и спрятался здесь. Они пытались выбить дверь. Все уже хорошо, Джина, а больше они тебя не тронут. Удачно, что я тебя нашел. Мне нужна твоя помощь. Соберись, пожалуйста. А мой друг ранен. В него стреляли, потерял много крови. Стреляли? Кровь? Хорошо, капитан. Собираюсь сюда, я прихватил свой походный сундук. Ведите меня к нему, я посмотрю, что могу сделать. А эти в масках, может, они еще где притаились? Уверен, это были последние, Джина. В гавани идет бой, и мне срочно нужно туда. До резиденции тебе придется дойти самостоятельно. Большой дом тут за углом. Ты его не пропустишь. Не бойся, на улицах полно наших людей. И поспеши, умоляю. Я нашел Джина, он прятался в комнате таверны, и не явись я вовремя, ему пришлось бы плохо. Остается надеяться, что он успеет вовремя, и Чичингиту выживет, а мне пора в море. Кажется, дела там принимают совсем скверный оборот. То есть, ребята, тема такая. Чичингиту бросается на пистолет, это сюжет. На пистолет, получается, у того чувака в маске. И этот чувак его в любом случае застреливает. Если мы побежим сразу в гавань, как нам говорят диалоги, а то времени мало, и садимся на корабль, и у нас будет дальнейший бой, которого вы еще не видели, то у нас развитие сюжета такое. Наш Чичингиту умрет, и Джинни Гвинелли, как вы сами видели в таверне, эти чуваки в масках, они вскроют просто дверь и его тоже убьют. То есть, подведем итоги. Для того, чтобы спасти и Чичингиту, и Джина, нужно после резиденции бежать в первую очередь сразу же в таверну. Это что касается конкретно прохождения. Ну ладно, ребят, не будем томить, нас ждет морской бой. Погнали! Я вышел в море, а дела в бухте выглядят скверно, но еще не все потеряно. Однако я не вижу фрегата Теракса. Говорят, Жак Добряк взял его на абордаж полчаса назад. Надеюсь, он еще жив. Барбазон не из тех, кто сразу убивает врагов. В смысле, я что, опять все просрал, что ли, получается? В смысле, а они вообще где? А, они там. Так. Все, я плыву, ребятки, я плыву. У нас союзных кораблей не так уж, в принципе, и много. Так, вот этот корабль что-то в сторону отплывает. Мне это совсем не нравится. Я сейчас буду его колюче долбить. Итак, разворачиваю. Огонь. Первый огонь был вроде как успешный. Надо поближе. Так, пушек-то мало, елки. Огонь! И еще раз, наверное, огонь. Ух ты. Так, а нашу эскадру, в принципе, разбивают. Я так и думал.
Итак, идем в бой. У меня заряжены бомбы. И сейчас надо атаковывать вражеский корабль как можно быстрее. Итак, ускоряю время для того, чтобы бой был наш немножечко побыстрее. Мы видим, как один из кораблей линейных уходит в сторону. Я надеюсь, он нам не помешает. Я еду вперед. Это наши корабли в эскадре очень быстро что-то тонут, идут ко дну. Мне это не нравится. У меня опять орудие вышло из строя. Так, мы именно плывем пока прямо. Не знаю, в кого-то стрельбанул, помогло это или нет. Борт готов к залпу. Еще одно орудие вышло из строя. Что-то корабль нифига не плывет. Скорости сколько? Разваливается! Ну понятно, мы сейчас утонем. Правый борт готов. Правый борт готов к залпу. Правый борт готов к залпу. Правый борт готов к залпу. Отлично, этот корабль тоже потоплен. И вот этот. Ну давай, перезаряжайся. Готов к залпу. Военный корабль Черный Дракон потоплен. Отлично. Новая запись в судовом журнале. Я вышел в море, дела в бухте выглядели скверно, но еще не все потеряно. Однако я не вижу фрегата Теракса. Говорят, Жак Добряк взял его на абордаж полчаса назад. Надеюсь, он еще жив. Барбазон не из тех, кто убивает, а я это читал. Правый борт готов. Ну, чем порадуешь, дружище? Вот и наш усталый герой. Да, Шарль, это было что-то с чем-то. Ну, Жак, ну и рыбина. Как он все устроил, почти все получилось. Да, зря, наверное, мы не прибили поганца. Еще тогда, когда покончили с Джекманом. Впрочем, все закончилось, а Барбазон мертв. Ну, не сказать, чтобы совсем все закончилось, а наша-то жизнь продолжается, хотя я чувствую себя совершенно разваленной. Не в мои годы прыгать в море, с охваченным огнем полуюта, не битый час грести к берегу, высматривая акул. Надеюсь, у нас еще осталась выпивка. Да, я бы тоже выпил, но сначала бы надо бы в резиденцию. Не знаю, сказали тебе или... Я про твоего индейского парня слышал краем уха. Как так с ним вышло? Прикрыл с собой мою жену и Даниэль от пули одного мерзавца. Пойдем скорее, я тебе по дороге расскажу. Я буду век тебе благодарна, капитан. Вот и вы, наконец. Вы живы, справились, все в порядке, Дани, не волнуйся. Жак мертв, его корабли на дне. Так Чичингиту что с ним? Он в порядке, твой врач-итальянец просто гений. Сейчас он спит в комнате наверху, а Джина за ним присматривает. Говорит, неделя-другая будет как новый. Отличные новости, полагаю, прямо сейчас его навестить не получится? Нет, итальянец настрого запретил его беспокоить, пусть отдохнет. Да и Джина не помешает вздремнуть после всех тех волнений. Я даже Элен выставила прогуляться, когда стало ясно, что все обошлось. И вот еще что, твой парень, он ведь меня прикрыл от пули, я не знаю даже, как его благодарить, и тебя. Ты снова нас всех спас, Шарль. Все хорошо, что хорошо кончается, Дани. Иди к Нату, но он тебя заждался, а я немного переведу тут дух и поищу свою Элен. Ну, чем порадуешь, друж... Ну, кажется, пронесло. Нет, сегодня много хороших парней полегло, и Барбазону за каждого из них черти в аду подольют масло в котел. Но твой парень индеец оклемается, и это главное. Ты прав, Ян, у меня словно камень с души. Как остальные бароны, все целы. Эта ночка нам дорого стоила. Не знаю, как братство оправится после этой резни. Добряк отлично выбрал время и место, чтобы ударить. Но у него почти получилось. Накрою нас единым махом и все. Захарий Марлоу пожал бы плечами и подчинился. Но мы все же потеряли гораздо меньше, чем могли бы.
Акула валяется в лазарете, по полуюту его корабля накрыли из 24-фунтовых. Вылетел за борт, помял бока, наглотался морской воды, но жить будет. Пернау не повезло, зачищал город после нападения из катакомб и нарвался на кучу этих поганцев на магазинных складах. Словил шальную пулю, жаль, хороший был капитан. Теракс будет в ярости, когда узнает. Про Хоука ты знаешь. Итак, Даниэль теперь его точно посадит под замок на пару месяцев минимум. Эх, я бы хотел с ним еще одно дельце провернуть. Ну ладно. С Маркусом только непонятно, его корабль взяли на абордаж, но выжившие уверяют, что он успел спрыгнуть за борт. Я еще отправил баркасы прочесать бухту, надеюсь, выплывет. Наш барон не из того теста, чтобы так просто отдать концы. Паршиво, но оплакивать его рано. Теракс действительно не из тех, кто легко сдается. Подождем результатов поисков. Вот, вроде бы и все. Могло бы быть гораздо хуже. Даже свадьба у тебя, Шарль, вышла боевая. Главное, вы оба живы. Совет вам, в общем, да любовь. Спасибо, Ян, вам всем. Я уже, признаться, и забыл, что мы начинали с праздника. Ну вот, я тебе и напомнил. Да уж, вышло то еще торжество. Ну, в общем, как-то так. Ты прости меня, у меня с красноречием всегда не так, чтобы очень было. А сейчас и вовсе эта ночка кого угодно выжмет досуха. Нам всем не мешало бы отдохнуть денек, а потом будем решать, что делать дальше. Ты прав, Ян. Пойду, пожалуй, надо проверить голову. Или проветрить. Я, возможно, неправильно прочитал. Ладно, это не важно. Надо реально проветрить Ты голову. обещал сказать мне что-то важное. Интересно, хронисты напишут о сражении в бухте Приватира. Как думаешь, оборона Берегового Братства сошлись в открытом бою, испанские власти утирают слезу умиления, но мы опять победили. Друзья живы, а враги мертвы. Славный подарок к свадьбе. Да уж, тот еще праздник вышел, но мы справились, любимая. Мы справились. Вот это необходимо как следует запить. Вот что я думаю. Пойдем. Дани нашла нам домик тут на окраине. Не хочу возвращаться в корабль. Посидим, помянем наших друзей, как подобает. Да, Элен, пойдем. Следующим утром. Ну, чем порадуешь, дружище? Выглядишь получше, Шарль. Удалось выспаться? Да, нам отвели уютный домик на окраине городка. Я было подумал, что все вчерашнее безумие мне приснилось. А вот ты, Ян, выглядишь краше в гроб кладут. Что-то еще стряслось? Нет, просто мне поспать не довелось, знаешь. Приводить город в порядок после всего случившегося, та еще затея. Когда они, Натан, вообще где все? Зализывают раны и отсыпаются, лучше их пока не трогать. Даниэль всех предупредила, что сегодня берет с собой в постель пистолеты. Остальные в море на севере от острова хоронят погибших. Маркуса до сих пор не нашли, но мы справимся, не волнуйся. Ты и так много сделал для всех нас, не забивай голову. Теракс вернется рано или поздно, мы его найдем. А вообще, Береговое Братство выдержало этот удар. Скоро мы восстанем еще крепче, чем были. Добряк и Джекман давно расшатывали наше единство, и теперь не стало последнего. И чует мое сердце, а мы еще заставим Карибы вздрогнуть, и не раз. Грядет золотой век и для тех, кому милы законы и корабли. Помни мои слова. Хорошо бы, не уверен, что долго выдержу, теперь в Старом Свете. А вот уж и не думал, что отправлюсь сюда, что влюблюсь в свободу, наполняющую паруса, эти безумные краски закатов и рассветов. Найду лучшую женщину в мире и таких друзей. Ну, курс ты знаешь, дело за малым, в наших домах тебе всегда рады. Спасибо, Ян, это действительно очень много для меня значит, очень. Но сначала еще кое-что, Шарль, пока вы спали, мы тут собрались и кое-что решили. Раз Барбазон мертв, то братству нужен новый барон, поскольку у нас тут явное большинство, решили вынести единогласно. Так вот, поздравляю, теперь ты новый барон Эле Франсуа. Подожди, я понимаю, ты человек светский, и вести дела в этом милом местечке тебе некогда. Ну так поставь доверенного человека, а сам делай все, что хочешь. Просто помни, твой голос теперь в братстве. Ян, у меня нет слов, это большая честь, я даже не знаю. Да брось, ты отлично себя зарекомендовал еще тогда с Тераксом. И потом, со всей этой историей, со следствием Шарпов, тут, как говорится, сам Бог велел. Для тебя ничего не изменится, поступай как задумал, а в твое отсутствие всеми делами будет заправлять твой проверенный... Кстати, есть один многообещающий парень, Жан-Давид, из буконьеров, француз, как и ты. Правда, мне потребуется время, чтобы его найти. Кажется, он попал в плен к испанцам, но это решаемо, не беспокойся. Я прослежу, чтобы он начал отправлять тебе долю, как освоиться с делами. Вот ж не ожидал, что так все повернется. Ладно, раз вы прям так решили, будь посему. Пиратский барон Шарль де Мор. Да здравствует барон, если кто и заслужил, то это ты. Носи с гордостью и не забывай, теперь ты один из нас. Какой бы красивый мундир ни облачился, вот здесь, прямо под ним, бьется сердце настоящего флебустьера. Не знаю, может ты и преувеличиваешь, но я сделаю все, что смогу, чтобы оправдать ваше доверие. Что теперь будешь делать? Отправишься в Европу к отцу? Представишь молодую жену? Возможно, не сразу. Пройдусь еще пару раз другой по архипелагу. Надо надышаться свежим ветром как следует, чтобы не задохнуться в фамильном поместье. Ну, корабль у тебя есть. В любой момент можешь поднять якорь и махнуть обратно в Атлантику.
Надеюсь, что так. Спасибо, Ян, спасибо всем вам. И до встречи, старый друг. Передавай привет всем. Это был поистине долгий, тяжелый день, и он наконец закончился. Победа в сражении в бухте Приватира наша, но какой ценой она нам досталась. Попытка переворота, предпринятая Жаком Барбазоном, нанесла братству страшный урон. Вернар Вернсон, старый товарищ, и сподвижник Маркуса Теракса погиб, зачищая город от оставки ворвавшихся через катакомбы наемников, не дожил до победы считанные часы. Да что там, сам Маркус Теракс пропал без вести. Когда его корабль брали на абордаж, Ян Свенсон организовал поиски, и я надеюсь, что старый барон оказался не по зубам ядрам и волнам. Это будет невосполнимая потеря для всего братства. Ну что, ребята, я предлагаю нам с вами подвести немного итоги. Теракс пропал без вести, Шарль де Мор, генерал-губернатор и пиратский барон всего архипелага, у него появилась новая жена, и в принципе все, ребята, у нас полно кораблей, до хрена денег, можно фриплеить и заниматься чем хотим. Но сюжетная линейка на этом, ребята, закончилась. Всем большое, ребята, спасибо за внимание и всем пока.